Близнецы Диппер и Мейбл Пайнс приезжают на летние каникулы в Гравити Фоллс к двоюродному дедушке Стэну. Он превратил свой дом в хижину чудес, настоящую ловушку для туристов, полную фальшивок. Дипперу скучно, пока он случайно не находит в лесу тайник внутри металлического дерева. Там спрятан загадочный дневник номер 3, описывающий всех монстров и аномалии городка. Диппер понимает, здесь творится что-то странное. Тем временем Мейбл находит парня по имени Норман. Диппер, начитавшись дневника, уверен, что это зомби. Он пытается спасти сестру, но правда оказывается куда безумнее. Норман — это 5 гномов, вставших друг на друга. Их лидер Джефф хочет насильно сделать Мейбл своей королевой. Гномы похищают девочку, но Диппер на гольф-каре спешит на помощь. Близнецы сбегают, однако гномы собираются в огромного монстра и загоняют детей в тупик у хижины. Мейбл идет на хитрость. Она притворяется, что согласна на свадьбу, но вместо поцелуя включает садовый пылесос и выстреливает лидером гномов прямо в его армию. Враг повержен. Стэн разрешает детям взять подарки из магазина. Диппер выбирает свою знаменитую кепку с елкой, а Мейбл — абордажный крюк. Но когда дети засыпают, добрый дядюшка Стэн открывает потайную дверь за торговым автоматом и скрывается в подземелье. У него явно есть свои мрачные секреты. Все начинается с завтрака в хижине чудес. Близнецы устраивают гонку сиропов. Мейбл жульничает, подбивая бутылку, и побеждает, но тут же начинает кашлять от сахара. Диппер находит в журнале объявление $1000 за фото настоящего монстра. А Мейбл видит рекламу человеческого шара для хомяка. Тут входит Гранкл Стэн и объявляет День семейных уз. Диппер в ужасе спрашивает: «Это как в тот раз, когда мы печатали фальшивые деньги и попали в тюрьму округа?» Мейбл до сих пор дрожит, вспоминая холодную камеру. Но нет, Стэн везет их на озеро Гравити Фоллс. Он надевает на детей повязки и ведет машину как безумец с его-то катарактой, пока они чуть не сваливаются с обрыва. На озере скука смертная. Стэн хочет просто порыбачить, потому что другие старики его не любят. Но тут появляется местный сумасшедший, старик МакГакет. Он кричит, что видел живогрыза, и показывает разбитую лодку. Над ним все смеются, даже его собственный сын. Диппер видит шанс. Фото монстра равно $1000. Мейбл тут же улетает в фантазии. Она представляет, как покупает гигантский шар для хомяка. Короче, дети решают кинуть Стэна. К ним подъезжает Сус на своей лодке, и они уплывают на остров Скаттлбат. Диппер подходит к делу серьезно. Он купил 17 одноразовых камер. Правда, большую часть они тут же теряют или ломают. Команда распределяет роли. Диппер — капитан. Мейбл — сокапитан. Сус — помощник сокапитана. На острове они слышат монстра, но это оказываются бобры. Один из них грызет ржавую бензопилу. Но когда Диппер садится на камень, камень начинает двигаться. Это хвост живогрыза. Начинается эпичная погоня. Монстр преследует лодку. Они влетают в водопад и застревают в пещере. Монстр тоже застревает. Диппер фоткает его, но замечает искры. Он стучит по чудовищу, оно металлическое. Открывается люк, и оттуда вылезает старик МакГакет. Оказывается, он построил робота, чтобы привлечь внимание своего сына. Это грустный момент. Они возвращаются к дедушке, извиняются и проводят вечер, делая смешные фото на рыбалке. Но Гравити Фоллс не был бы собой без концовки. Камера опускается под воду, и мы видим настоящего живого живогрыза, который проплывает мимо и съедает последнюю камеру Диппера. Монстр реален. Все начинается с того, что Сус находит потайную комнату за обоями. Оказывается, раньше у Стэна был музей восковых фигур, но он про него забыл. Одна проблема – восковой Авраам Линкольн расплавился на солнце. Мейбл берется спасти ситуацию и лепит новую фигуру. Она создает воскового Стэна. Он получается настолько реалистичным, что настоящий Стэн в восторге. Но идиллия длится недолго. Ночью кто-то пробирается в хижину и отрубает восковому Стэну голову. Полицейские Блабс и Дурланд – ленивые пончики. Они сразу закрывают дело. Диппер решает, что это его шанс доказать свою крутость. Они с Мейбл находят улики, следы на ковре и топор. Список подозреваемых ведет их в бар к байкерам. Главная цель – лесоруб Мэнли Дэн. Но у него алиби. Он бьет людей правой рукой, а топор – леворукий. След ведет к журналисту Тоби Решительному. Близнецы устраивают налет на его офис, уверенные, что поймали убийцу. Но у Тоби самое жалкое алиби в мире. В момент убийства он целовался с картонной копией телеведущей. Испанский стыд, ребята. Дело зашло в тупик. Стэн устраивает похороны своей восковой копии.
Диппер и Мейбл остаются одни в комнате с фигурами. И тут происходит жесть. Все восковые фигуры оживают. Оказывается, они прокляты Луной. Это они убили воскового Стэна, потому что перепутали его с настоящим. Они хотят отомстить Стэну за то, что он запер их в чулане на 10 лет. Начинается замес. Шерлок Холмс, Чингисхан и прочие исторические личности атакуют детей. Диппер и Мейбл отбиваются всем, что под руку попадется. Диппер заманивает Шерлока на крышу, и тот плавится на рассвете. А Мейбл просто плавит остальных в камине. Утром полицейские в шоке. Стэн доволен, что его копия найдена, хоть и по частям. Диппер, Мейбл и Сус видят рекламу главного конкурента Стэна, малыша Гидеона. Стэн запрещает им туда идти, они же враги. Но дети, конечно, нарушают запрет. Диппер сразу видит, что Гидеон – шарлатан, даже больше, чем Стэн. Но Мейбл очарована его начесом. На следующий день Гидеон приходит в хижину и предлагает Мейбл сделать макияж. Диппер против. Гидеон оказывается настойчивым. Он приглашает Мейбл на одно свидание на крышу своей фабрики. Мейбл соглашается из жалости. Но одним свиданием дело не кончается. Гидеон давит на жалость, использует голубей и попугаев, чтобы приглашать ее снова и снова. В ресторане Мейбл не может сказать «нет», потому что на нее смотрят все жители города. Даже дядя Стэн, который сначала ненавидел Гидеона, вдруг становится фанатом их пары. Почему? Потому что отец Гидеона предложил ему слияние бизнесов и кучу денег. Мейбл в депрессии прячется в свой свитер. Диппер, как настоящий брат, решает расстаться с Гидеоном вместо нее. Он приходит к Гидеону, и тут маски сбрасываются. Гидеон не милый мальчик, а маленький тиран, который унижает даже собственного отца. Самое страшное, у него есть магический амулет, дающий ему силу телекинеза. Он швыряет Диппера по всей комнате и угрожает ножницами для стрижки овец. Мейбл понимает, что должна все сделать сама. Она прибегает на фабрику, видит, как Гидеон мучает Диппера и выхватывает у злодея амулет. В потасовке амулет разбивается. Мейбл жестко отшивает Гидеона. «Мы никогда не будем вместе». Гидеон в ярости убегает в лес, обещая отомстить. Стэн расстроен, что сделка сорвалась, и крадет картину клоуна в качестве компенсации. В концовке дети шутят над Гидеоном, думая, что он просто обиженный ребенок. Но мы видим Гидеона в его комнате. Гидеон достает книгу. На ней тоже шестипалая рука, но цифра другая. У Гидеона дневник номер 2. Венди показывает близнецам свое тайное место на крыше хижины. Диппер понимает, что влюбился по уши. Он пытается вести себя круто, но выходит неловко. Позже Венди собирается гулять с друзьями-подростками. Диппер хочет пойти с ними, но есть проблема. Ему 12. Чтобы не выглядеть ребенком, он врет, что им с Мейбл технически 13. Венди берет их с собой. Они едут в заброшенный магазинчик от заката до рассвета. Ходят слухи, что там кого-то убили. Двери заперты, но Диппер, или доктор Веселья, как его назвали, залезает через крышу и открывает всем дверь. Очко в пользу Диппера. Внутри начинается веселье. Мейбл находит улыбашку, Smile Dip, запрещенную сладость. Она съедает, наверное, килограмм этого порошка и ловит дикие галлюцинации. Летающие дельфины, радуга, искры из глаз. Диппер идет за льдом и видит в холодильнике мозг с глазами. Он пытается предупредить остальных, но его поднимают на смех, называя ребенком. В порыве злости Диппер кричит, что он не ребенок, а подросток. И это становится фатальной ошибкой. Свет гаснет, призраки атакуют. Но они действуют странно. Они ненавидят именно подростков. Тембри засасывает в телефон. Томпсон превращается в персонажа видеоигры. Ли становится картинкой на коробке хлопьев. Призраки вселяются в Мейбл, которая все еще под кайфом, и объявляют приговор. Оказывается, призраки – это пожилая пара – Ма и Па Даскертон. Они умерли от инфаркта из-за рэп-музыки подростков и теперь ненавидят молодежь за их неуважение. Диппер понимает, чтобы спасти друзей, он должен доказать, что он не подросток. Он признается, что ему 12 и что он всего лишь ребенок. Диппер надевает костюм овечки и танцует танец овечки. Призраки в восторге от такого уважения и отпускают всех. Венди обещает никому не рассказывать о танце Диппера, но говорит, что он спас их, избив призраков битой. Репутация спасена. В конце Диппер и Венди едут домой. Все начинается в закусочной жирного дядюшки. Диппер хочет выиграть бесплатные блины, пройдя тест на мужественность, но у него селенок маловато, и автомат выдает вердикт. Ты
Милашка. Под детский смех. Диппер в ярости. Обиженный Диппер убегает в лес, чтобы доказать всем, что он настоящий мужик. В лесу Диппер встречает мужикотавров. Это наполовину быки, наполовину мужики, которые любят драки, мясо и ломать вещи. Диппер просится к ним в банду. Лидер стаи Хуцпар соглашается обучить Диппера-разрушителя. Начинается жесткий тренинг. Диппер жует вяленое мясо, дерется с природой и не моется. Тем временем в городе Мейбл пытается найти Стэну девушку. Ее выбор падает на официантку, ленивую Сьюзен. Стэн сопротивляется, но Мейбл делает из него красавчика. Мужикотавры дают Дипперу финальное задание – принести голову мультимедведя. Это самый страшный монстр горы, у которого много голов и лап. Диппер находит пещеру, вступает в бой и побеждает монстра. Он уже заносит копье для удара, но медведь просит исполнить последнее желание – послушать любимую песню. И тут происходит шок. Из магнитофона играет та самая «Диско Герл». Диппер понимает, они с медведем братья по духу. Монстр тоже любит попсу, и за это его гнобят. Диппер отказывается убивать медведя. Он возвращается к мужикотаврам и говорит им в лицо, что они – кучка комплексующих качков. Его выгоняют, но Диппер уходит с гордо поднятой головой. Он возвращается в закусочную, где Стэн признает, пойти против толпы разъяренных монстров ради своих принципов – это и есть настоящий мужской поступок. Стэн таки получил номер Сьюзен, но теперь прячется от нее, потому что она оставила ему уже 36 голосовых сообщений про своих кошек. Дядя Стэн решает устроить рейв-вечеринку в хижине, чтобы срубить легких денег. Диппер и Мейбл помогают с флаерами и случайно находят старый офисный ксерокс. Оказывается, если положить на него руку или лицо, он создает живую копию. Правда, копии живут до тех пор, пока на них не попадет вода. Мейбл сразу убегает тусоваться, ведь ее цель — найти новых друзей и стать королевой вечеринки. Диппер же зациклен на Венди. У него есть сложный, пошаговый план, список, как пригласить ее на танец. Но Стэн заставляет его дежурить на кассе. Чтобы все успеть, Диппер клонирует себя. Клон называет себя Тайрон. Они с оригиналом лучшие друзья, ведь у них одни мозги. Но тут появляется Робби. Чтобы убрать конкурента, Диппер и Тайрон создают целую армию клонов, включая бедного, помятого замятыша. Их цель — угнать велосипед Робби. Тем временем Мейбл знакомится с Кэнди и Грендой, но на вечеринку врывается Пасифика Нортвест, самая популярная и вредная девчонка города. Она унижает Мейбл и вызывает ее на танцевальную дуэль за корону. Мейбл решает не сдаваться и защищать своих новых, немного странных подруг. Диппер отходит от плана. Он просто разговаривает с Венди как нормальный человек, а не по бумажке. Это бесит клонов. Они считают, что оригинал предал список. Начинается массовая драка. Диппер против десятка своих копий. В итоге Диппер включает пожарную сигнализацию, и все клоны растворяются. Кроме Тайрона. Оригинал и Тайрон сидят на крыше. Они понимают, что Венди все равно ушла с Робби, а план был глупым. Они чокаются газировкой, и Тайрон начинает растворяться. В коле тоже есть вода. Внизу Пасифика подкупает диджея Суса и выигрывает корону. Мейбл проигрывает, но ей все равно, у нее теперь есть лучшие подруги. Диппер рвет свой глупый список и просто идет танцевать с сестрой и ее бандой. Будь собой. Вот главный урок. В Gravity Falls большой праздник – День первопроходца. Весь город чествует Натаниэля Нортвеста, якобы основателя города. Пасифика Нортвест произносит речь и публично унижает Мейбл за ее глупость и дурацкий свитер. Мейбл решает доказать всем, что она может быть серьезной. Диппер находит в дневнике запись: Натаниэль Нортвест – мошенник. Это шанс для Мейбл проявить серьезность, а для Диппера – разоблачить врага. Стэна тем временем сажают в колодки за угрозы и в него кидает помидорами. Привет, Гидеон. Близнецы идут в библиотеку. Мейбл складывает из карты оригами шляпу. Казалось бы, глупость, но это работает. Которая открывает путь к тайне. За ними следят шериф Блабс и Дурланд. Дети пробираются в музей, находят перевернутую картину, бегут на кладбище к статуе Нортвеста. Мейбл снова дурачится, ковыряя в носу каменной статуи, и случайно открывает потайной ход. В подземелье они находят секретные файлы. Бенджамин Франклин был женщиной, а истинный основатель Gravity Falls — Квентин Трембле. Он был настолько глупым, что назначил младенцев в Верховный суд и запретил штаны. Полиция настигает детей. Оказывается, Трембле не умер, а заморозил себя в огромном куске арахисового щербета, чтобы выжить.
Копы грузят детей и щербет в ящик и отправляют их поездом в Вашингтон, в правительственную тюрьму. Мейбл понимает, что ее глупость — это дар. Она прогрызает щербет и освобождает президента. Трэмбли жив. Он объявляет, что никогда не подписывал отставку, а значит, он все еще президент. Он приказывает полицейским взять отпуск. Трэмбли награждает Мейбл званием конгрессмена, а Дипперу дает ключ президента, который открывает любой замок в Америке. Дети возвращаются в город. Мейбл принимает свою натуру и продолжает веселиться. А Диппер вручает Пасифике секретный документ, доказывающий, что ее семья — фальшивка. Дядя Стэн устраивает ярмарку чудес, конечно же, чтобы обдирать людей. Он подделывает сертификаты безопасности, а Сус — строить машину для макания в воду. Диппер гуляет с Венди и хочет выиграть для нее игрушку, но его бросок мяча заканчивается катастрофой. Он ставит Венди фингал под глаз. Тут как тут появляется Робби с пакетом льда и уводит Венди. Мейбл же находит свою истинную любовь — 7-килограммового поросенка, которого она называет Пухля. Она выигрывает его в конкурсе «Угадай вес», и это лучший день в ее жизни. Диппер в депрессии. Он замечает странного парня в комбинезоне — блондина-блондина. Оказывается, это путешественник во времени, который прибыл исправить аномалии. Диппер и Мейбл обманом крадут у него машину времени, которая выглядит как строительная рулетка, и отправляются на 6 часов назад. Диппер пытается исправить свой бросок снова и снова. Он просчитывает траекторию, ветер, но каждый раз попадает Венди в глаз. В итоге он придумывает гениальный план, который срабатывает. Венди цела, игрушка выиграна, Робби посрамлен. Диппер счастлив, но есть проблема. Из-за изменений в прошлом Мейбл не успевает выиграть Пухлю. Свинью забирает Пасифика Нортвест. Мейбл в истерике. Диппер оказывается перед выбором: его счастье с Венди или счастье Мейбл с Пухлей. Начинается драка за рулетку. Дети скачут по эпохам. Дикий Запад, эра динозавров, мрачное будущее с Дитя времени. Диппер видит, как сильно Мейбл страдает без Пухли. Он понимает, что любовь сестры к питомцу важнее его попытки впечатлить девушку. Он возвращается в прошлое и позволяет мячу снова ударить Венди. Робби снова уводит ее. Диппер остается ни с чем, но Мейбл возвращает Пухлю. В порыве благодарности она сбивает брата с ног. Блондина арестовывает полиция времени за то, что он потерял рулетку. Все начинается в зале игровых автоматов. Диппер играет в Fight Fighters, пародия на Street Fighter. Но тут появляется Робби. Он ведет себя как типичный хулиган, толкает Диппера, хвастается своей рок-группой и подкатывает к Венди. Диппер пытается поставить Робби на место, но случайно разбивает его телефон. Робби в ярости забивает Дипперу стрелку в парке ровно в 3:00. Диппер в панике, он понимает, что в драке ему не выжить. Стэн советует прятаться как трус, и Диппер бежит обратно в аркаду. Диппер находит секретный бонус на автомате. Он вводит знаменитый код Konami, почти. И из автомата выпрыгивает Рамбл Макс Кермиш. Это пиксельный боец, который ищет достойного соперника. Диппер врет Рамблу, что Робби убил его отца, и отправляет 8-битного качка разобраться с обидчиком. Параллельно Мейбл узнает, что брутальный дядя Стэн до смерти боится высоты. Она решает вылечить его шоковой терапией, тащит его на крышу, заставляет носить каблуки и, наконец, ведет на самую высокую точку города – водонапорную башню. Рамбл находит Робби. Диппер понимает, что шутки кончились. Рамбл собирается убить парня. Погоня приводит всех на ту самую водонапорную башню. Робби в ужасе, Стэн в ужасе от высоты, а Рамбл крушит все вокруг. Диппер поступает по-мужски. Он признается, что солгал, и вызывает Рамбла на бой вместо Робби. Диппер, конечно, не может победить супербойца. Рамбл использует свой коронный прием. Диппер принимает удар на себя, но выживает. У него остался 1 HP. Рамбл побеждает, но тут время игры заканчивается, и он исчезает. Венди находит парней побитыми. Они решают не рассказывать ей правду и заключают тайный пакт. Мы ненавидим друг друга, но молча. Стэн вылечился от страха высоты, но теперь его боится Мейбл. Все начинается с шахмат. Диппер проигрывает Мейбл, а потом получает еще один удар. Оказывается, Мейбл выше него на 1 мм. Альфа-близнец подтвержден. Диппера это бесит. Стэн и Мейбл не упускают шанса подшутить над его ростом. В поисках решения Диппер находит в дневнике номер 3 запись о кристаллах роста. В лесу он обнаруживает пещеру. Розовые кристаллы уменьшают, синие увеличивают. Диппер делает фонарик и читерит, становясь выше сестры. Но Мейбл быстро раскусывает его секрет. Начинается потасовка за фонарик. В самый неподходящий момент появляется Гидеон. Гидеон получает фонарик и уменьшает близнецов.
Теперь они размером с солдатиков. Он сажает их в банку и уносит к себе домой. Сцена, где Мейбл ест гигантскую мармеладную коалу, сидя в пакете со сладостями, это золото. Гидеон звонит Стэну и угрожает убить племянников, если тот не отдаст хижину. Стэн, конечно, не верит, он думает, что дети просто гуляют, и посылает Гидеона. Злодей идет в хижину сам, чтобы уменьшить Стэна. Близнецы сбегают из дома Гидеона на воздушном шарике и пытаются спасти дядю. Гидеон случайно уменьшает Суса, который надел феску Стэна. Диппер и Мейбл мирятся. Мейбл признается, что дразнила Диппера только потому, что он во всем лучше нее, и рост был ее единственной победой. Близнецы забираются Гидеону под одежду. Они ползают по нему и начинают щекотать. Гидеон не выдерживает, теряет равновесие, и Стэн, который думает, что Гидеон просто сошел с ума, выкатывает его из хижины, как шар для боулинга. Близнецы возвращают себе нормальный размер, но разбивают кристалл. Плохая новость. Сус все еще маленький. Гидеон дома жалуется отцу. И здесь мы слышим ключевую фразу. Гидеон говорит: «Дело не вместе. В хижине есть секрет, который мне нужен». Жители Gravity Falls обожают праздники, поэтому придумали лето-уин, саммер-вин. Вместо тыкв – арбузы, джек-о'-мелонс. Вместо холода – жара. Диппер и Мейбл готовятся к каледованию, но тут появляется Венди. Она говорит, что каледовать – это для малышей, и приглашает Диппера на взрослую вечеринку. Диппер снова встает перед выбором – быть крутым подростком или хорошим братом. Он врет Мейбл, что заболел, чтобы сбежать на тусовку. В хижину стучится жуткий монстр – летоуинский лавкач. Диппер оскорбляет его, захлопнув дверь, и монстр ставит ультиматум. Или дети принесут ему 500 конфет до того, как погаснет последний арбузный фонарь, или он их съест. Начинается гонка со временем. Мейбл, Диппер, Кэнди и Гренда бегают по городу. Диппер даже надевает костюм банки арахисового масла, чтобы получить больше сладостей. Они собирают 499 конфет, осталась одна. Но тут Диппер видит машину Венди и Робби. Он в панике срывает костюм и прячет конфеты в кустах. И случайно сталкивает их в реку. Мейбл все слышит. Она понимает, что Диппер стесняется ее и их традиций. Это разбивает ей сердце. Она говорит очень важную фразу. «Я думала, у нас будет еще один шанс побыть детьми». Конфет нет, фонари гаснут, лавкач атакует. Монстр загоняет их в угол, и тут раскрывается его тайна. Лавкач состоит из невкусных конфет. Монстр хочет, чтобы его просто кто-то оценил. И тут выходит Сус. Он говорит: «А мне нравится», и начинает. Есть монстра. Сус прогрызает лавкача насквозь, добираясь до сердца. Монстр плачет от счастья или от боли и исчезает. Диппер и Мейбл мирятся. Диппер понимает, что спешить взрослеть не стоит, а мнение Робби и Венди не так уж важно. Тем более Венди сказала, что вечеринка была скучной. А что Стэн? Весь вечер он пытался напугать двух современных детей, но они смеялись над его дешевыми трюками. В итоге он случайно вышел к ним в полотенце после душа, и это напугало их на всю жизнь. Стэн доволен. Летоуин – это ночь чистого зла. Серия начинается с того, что Стэн ведет себя как Стэн. Он видит туристов как ходячие кошельки, грубит им и заставляет Диппера работать в костюме мальчика-волка. Мейбл это надоело. Она утверждает, что бизнесом можно управлять с добротой. Они заключают пари. Стэн уезжает в отпуск, а Мейбл становится боссом на 3 дня. Кто заработает больше денег к концу срока, тот и победил. Проигравший танцует позорный танец или носит футболку «лузер». Мейбл начинает с реформ. Она дает Венди выходные с полной оплатой. Разрешает Дипперу искать настоящих монстров для выставки, а Суса наряжает в костюм вопросительного знака. Сначала все идет весело. Туристы довольны бесплатными стикерами. Но скоро начинается хаос. Венди устраивает вечеринку на рабочем месте. Туристы воруют товары, а денег в кассе все меньше. Диппер возвращается из леса с добычей. Он поймал гремоблина. Это гибрид гремлина и гоблина. У него 2 фазы – просто страшный и психоделический кошмар. Мейбл, будучи добрым боссом, дает монстру перерыв. Естественно, гремоблин вырывается, крушит хижину и пугает всех до смерти. Мейбл побеждает его хитростью, показывает ему зеркало, и монстр пугается сам себя. Параллельно Стэн участвует в шоу «Колесо денег». Он всех обыгрывает и почти выигрывает $300 000. В финале ему нужно угадать слово из 10 букв. Загадка. Что нужно сказать, когда просишь что-то? Ответ – «пожалуйста». Но Стэн настолько упрямый и грубый, что не может вспомнить это слово. Он теряет все деньги.
$0. В хижине полная разруха. Чтобы заработать хоть что-то и починить дом, Мейбл приходится стать жесткой. Она кричит на сотрудников, заставляет их работать и выгоняет халявщиков. Она превращается в Стэна. Когда Стэн возвращается с нулем в кармане, Мейбл понимает, что она формально выиграла. У нее остался $1. Но она так устала быть боссом, что умоляет Стэна вернуться. Мораль. Быть боссом сложно, а слово «пожалуйста» стоит дорого. В титрах Стэн исполняет тот самый танец извинений. И это прекрасно. Все начинается с того, что Стэн решает избавиться от мусора, сбрасывая его в бездонную яму. Да, она реально существует. Но из-за сильного ветра вся компания, Стэн, Мейбл, Диппер и Сус, падают туда сами. Они летят, и летят, и летят. Дна нет. Скучно. Чтобы развлечься, они решают рассказывать байки. Диппера дразнит за то, что у него ломается голос, он пищит, когда пугается. Он идет к старику Макгакету на свалку, тот дает ему странную жидкость. Наутро Диппер просыпается с идеальным голосом профессионального диктора. Сначала это круто, но Мейбл и Сус в ужасе. Этот голос не подходит 12-летнему мальчику. Сус даже пытается убить его метлой, крича «Убей это огнем». Диппер понимает, что быть собой лучше, и возвращает старый голос. А остатки зелья он выливает Стэну в кофе. И теперь у Стэна голос капризной женщины. Мейбл надоело, что Стэн постоянно врет. Она находит в ящике с магическими вещами, которые они выбросили в начале серии, зубы правды. Она незаметно вставляет их Стэну. Теперь он не может врать. Он говорит правду полиции, туристам и даже Дипперу. Признается, что не читал его дневник. Это приводит к катастрофе, но в конце Стэн врет, чтобы защитить Мейбл от полиции, доказывая, что иногда ложь – это хорошо. Оказывается, бездонная яма – это кротовая нора, червоточина, которая выбрасывает вещи обратно во времени или пространстве. Стэн снова падает в яму, но на этот раз Диппер говорит «А, пофиг», и они уходят домой. Серия начинается с того, что в Gravity Falls наступает самый жаркий день лета. Жарко настолько, что белка вспыхивает огнем, а Стэн буквально прилипает к полу. Вся компания отправляется в открытый бассейн. Диппер видит, что Венди работает там спасателем и решает устроиться туда же помощником. Его босс — мистер Пулчик, безумный инструктор, который относится к бассейну как к полю битвы. Диппер получает работу только благодаря своему крему от загара SPF 100. У Мейбл своя миссия. Она влюбляется в парня по имени Мирмандо. Он странный, не вылезает из воды и говорит с испанским акцентом. Оказывается, он русал, Мёрман, который застрял в бассейне и не может вернуться в океан к своей семье. Мейбл, как всегда, решает помочь ему сбежать. Тем временем разворачивается война за идеальный шезлонг. Стэн хочет занять лучшее место, но его опережает Гидеон. Они пакостят друг другу. Гидеон отражает солнце в глаза Стэну, а Стэн пытается украсть стул ночью. Ночью Мейбл крадет мегафон и кулер, чтобы вывести Мирмандо. Диппер, который дежурит в ночную смену, замечает нарушителя. Начинается погоня. Диппер на электрокаре преследует Мейбл, думая, что она просто хулиганит. Когда Диппер догоняет сестру у озера, она раскрывает секрет. В кулере сидит умирающий Мирмандо. Рыба-человек задыхается без воды. Мейбл просит Диппера сделать ему искусственное дыхание. Но так как у рыб жабры, Дипперу приходится делать обратное искусственное дыхание – вдыхать в себя. Диппер в ужасе, но спасает жизнь Мирмандо. Мирмандо прыгает в озеро, целует Мейбл на прощание, ее первый поцелуй, и уплывает. Наутро мистер Пулчик увольняет Диппера за потерю инвентаря, но Венди говорит, что ее тоже уволили, и это круто. Теперь они могут тусоваться вместе. А Стэн? Он думал, что победил Гидеона, заняв шезлонг рано утром, но Гидеон намазал стул суперклеем. Серия заканчивается тем, что Стэн снова прилип. Все начинается с того, что Диппер устал делить чердак с Мейбл. Ее ночевки с Кэнди и Грендой сводят его с ума. Ему приходится спать на улице, где волки кусают его за ноги. Внезапно Сус находит за книжным шкафом скрытую комнату. Там есть ковер, окно и... куча пыли. Но это личная комната. Стэн объявляет конкурс. Ключи получит тот, кто наберет больше очков подхалимажа. Близнецы спорят, трут ноги о ковер, накапливают статическое электричество и... бац! Меняются телами. Диппер теперь в теле Мейбл, с брекетами и в свитере, а Мейбл в теле Диппера. Они решают саботировать друг друга перед Стэном. Мейбл в теле Диппера ведет себя как хулиган, но Стэну это нравится.
Диппер в теле Мейбл пытается читать скучные книги, но попадает на ночевку к девочкам. Самая смешная линия. Сус чистит ковер и меняется телами с Пухлей. Теперь свинья с разумом Суса бегает по городу и спасается от старика Макгакета, который хочет ее съесть. А Сус с разумом свиньи оказывается идеальным работником. Он очаровывает туристов, получает повышение зарплаты от Стена и даже находит себе невесту. Начинается хаос. Кэнди и Гренда тоже меняются телами. Все бегают, кричат. В итоге близнецы возвращают свои тела. Диппер получает ключ. Он переезжает в новую комнату. Победа? Нет. Ночью он понимает, что без сопения Мейбл и скрипа ее кровати ему одиноко. Мейбл чувствует то же самое. Диппер отдает секретную комнату Сусу, точнее, его студии брейк-данса, а сам возвращается на чердак. Мейбл сходит с ума по группе Several Times, в переводе «пару раз». Диппер смеется над ней, говоря, что это продукт корпоративной индустрии. И он прав. Мейбл, Кэнди и Гренда пробираются в гримерку и узнают шокирующую правду. Участники группы — это генетически модифицированные клоны, которых держат в клетках как хомяков. Девочки крадут группу в большой сумке и приносят хижину чудес. Тем временем Робби включает Венди песню, которую он написал для нее. Венди, которая хотела его бросить, вдруг снова влюбляется. Диппер чует неладное. Дядя Стэн соглашается помочь Дипперу, потому что ненавидит музыкантов. Оказывается, в молодости Хиппи увел у него любимую девушку, Карлу МакКоркл. Они ищут скрытое послание в песне. Если прокрутить трек задом наперед, слышно: «Ты в моей власти, поцелуй меня». Робби использует 25-й кадр в аудио. Мейбл прячет клонов на чердаке, но вместо того, чтобы отпустить их, она начинает вести себя как их продюсер-злодей. Она запрещает им общаться с другими девочками и хочет оставить их себе навсегда. Мейбл понимает, что одержимость превратила ее в монстра. Это классный момент, показывающий темную сторону фанатизма. Диппер и Стэн врываются на свидание Робби и Венди и включают песню наоборот. Венди в шоке. Робби пытается оправдаться, говоря, что не знал про гипноз и украл песню у другой группы. Но это делает только хуже. Он лжец и плагиатор. Венди бросает Робби. Диппер торжествует и сразу предлагает Венди встречаться. Но Венди жестко отшивает его. Она понимает, что Диппер сделал это не ради ее защиты, а ради себя. Она обвиняет его в эгоизме. Диппер понимает, что облажался. Мейбл осознает свои ошибки и отпускает клонов на волю. Парни, которые никогда не видели природы, уходят в лес, где, скорее всего, погибнут, но это уже другая история. Диппер сидит грустный. Стэн утешает его, говоря, что он поступил правильно, раскрыв обман. Но лезть в чужие отношения всегда больно. Все начинается с того, что Мейбл просит Стэна присмотреть за Пухлей. Стэн, конечно же, выставляет свинью на улицу, потому что она грызет его штаны и ест товары. Внезапно с неба пикирует птеродактиль и уносит Пухлю. Стэн, чтобы не расстраивать Мейбл и не выглядеть виноватым, он врет, что героически сражался с монстром, но тот вырвал свинку из его рук. Мейбл верит ему и называет героем. Стэну стыдно, но признаваться он не хочет. Диппер, Сус, Мейбл, Стэн и внезапно старик Макгакет идут по следам монстра. Они находят заброшенную церковь, под которой скрыта шахта. Внизу они находят пещеру с динозаврами, застывшими в древесной смоле, янтаре. Благодаря жаре смола тает, и монстры оживают. Здесь происходит драма. Стэн случайно проговаривается, что выставил Пухлю на улицу. Мейбл разбита. Она говорит страшную фразу: «Ты для меня пустое место». Параллельно развивается линия Диппера и Суса. Диппер злится на Суса за то, что тот неуклюжий и постоянно все портит. Он засветил пленку с фото монстра. Но в пещере Сус спасает ситуацию, предлагая идти прямо на динозавра, потому что у того глаза по бокам головы, и он не видит перед собой. Они мирятся, придумывают фирменный жест и называют себя «братья птеродактиля». Стэн оказывается в углу с Пухлей. Он смотрит на свинку, потом на Мейбл и понимает: он любит племянницу больше, чем ненавидит свинью. Стэн бросается на монстра и бьет птеродактиля кулаком в морду, отправляя его в нокаут. Он буквально воплотил свою ложь в реальность. Герои спасаются, используя гейзер, чтобы вылететь из шахты. Сус бьет гейзер, чтобы ускорить процесс. На поверхности Мейбл прощает Стэна, понимая, что он рискнул жизнью ради ее питомца. Гидеон в отчаянии. Он не может найти код от сейфа Стэна, где лежат документы на хижину. Он открывает дневник номер 2 и читает заклинание. Мир становится серым, время замирает. Появляется он, Билл Шифр. Билл — это чистый хаос. Он вырывает зубы у оленя, смеется над физикой и заключает сделку с Гидеоном. Он залезет в голову Стэна, а Гидеон потом поможет ему
кое в чем. Интрига на второй сезон. Диппер, Мейбл и Сус видят это и с помощью дневника номер 3 тоже отправляются в разум Стэна, чтобы остановить демона. Мир разума Стэна – это черно-белая версия хижины с бесконечными дверями-воспоминаниями. Мейбл призывает своих воображаемых парней – Кзайлера и Краза, пародия на подростковые фильмы 80-х. Диппер случайно находит воспоминания, где Стэн говорит, что Диппер – слабак и неудачник. Диппер раздавлен. Он решает не помогать Стэну и уходит. Билл находит код, память о коде, но Мейбл выбивает его из рук демона в бездонную яму памяти. Билл в ярости. Он превращается в кошмарного красного гиганта. Он воплощает страхи героев. Сус видит британского пса Дворецкого, Мейбл теряет лицо. Диппер попадает в другое воспоминание и узнает правду. Стэн был жесток с ним, потому что отец Стэна учил его драться, чтобы выжить. Стэн хочет закалить Диппера, потому что любит его. Диппер возвращается и понимает, в мире разума ты можешь все, если вообразишь это. Начинается эпичная битва. Диппер стреляет лазерами из глаз. Они побеждают Билла, пока что. Перед уходом Билл говорит легендарную фразу: «Помни, реальность – иллюзия, вселенная – голограмма, скупай золото, пока». Билл покидает разум Стэна, признавая, что дети сильнее, чем он думал. Герои просыпаются. Они думают, что победили. Стэн спасен. Гидеон просто использовал динамит. Он взорвал сейф, забрал документы. По законам Gravity Falls, тот, у кого бумага, тот и владелец. Появляется отец Гидеона на бульдозере. Он сносит вывеску хижины. Семья Пайнс выброшена на улицу. Стэн, Диппер и Мейбл остались без дома. На экране надпись: «Продолжение следует». Гидеон победил. Он владеет хижиной чудес и планирует превратить ее в Гидеонленд, где Пухля будет главным талисманом. О, ужас. Семья Пайнс живет у бабушки Суса. Стэн сломлен. Он понимает, что не может заботиться о детях без дома и денег, и принимает тяжелое решение – отправить Диппера и Мейбл домой, в Калифорнию. Это самый грустный момент сезона. Диппер думает, что все кончено, ведь у него забрали дневник номер 3. Дети садятся в автобус. За рулем Сус, слава богу. Но Гидеон не успокаивается. Он думает, что Диппер украл у него дневник номер 1, которого у Диппера нет. Гидеон садится в гигантского боевого робота, Гидеон-бот, которого построил МакГакет, и бросается в погоню. Робот загоняет автобус на край обрыва. Диппер понимает, чтобы быть героем, ему не нужен дневник. Он прыгает прямо внутрь робота и начинает драться с Гидеоном в рукопашную. Робот падает с моста. Диппер и Мейбл летят в пропасть. Но тут случается чеховское ружье. Мейбл использует свой абордажный крюк, который она получила в первой серии. Она спасает себя и брата. Круг замкнулся. Толпа собирается вокруг обломков. Гидеон пытается наврать, что дети напали на него. Полиция готова арестовать близнецов. Но тут выходит Стэн. Он раскрывает секрет. Значки Гидеона, которые носит весь город, это скрытые камеры. Гидеон шпионил за всеми. Жители в ярости. Полиция арестовывает Гидеона. Он выглядит как злой младенец в наручниках. Стэн возвращает документы на хижину и забирает дневник номер 2, который выпал у Гидеона. Все кажется идеальным. Дети остаются в Gravity Falls. Диппер говорит Стэну, что наконец-то доверяет ему, и показывает дневник номер 3. Стэн смеется, забирает книгу почитать и отправляет детей спать. Но ночью Стэн подходит к торговому автомату, вводит код. Открывается потайная дверь. Он спускается на лифте в высокотехнологичную лабораторию. Он достает дневник номер 3, дневник номер 2 Гидеона и дневник номер 1, который всегда был у него. Он соединяет 3 книги. Чертежи складываются в схему вселенского портала. Стэн дергает рычаг. Гравитация исчезает на секунду. Стэн говорит: «Ну погнали». Титры.